В этом видео я покажу, как делала коробку, кофр для хранения своих рукодельных материалов. Привет, друзья! С вами Лилия Гамбалевская. Стенки коробки будут из толстого переплетного картона. Его толщина 1,5 мм. Этот лист размером 37 на 50 см. Делю длинные стороны на 4 равные части, каждая из которых получается по 12,5 см. Соединяю противоположные метки, надрезая линии ножом, но при этом всю толщину картона не разрезаю, лишь наполовину. С обратной стороны по этим же линиям провожу линии сгиба и перегибаю картон. Склеиваю заготовку в прямоугольную коробку. Ребра оклеиваю бумажным скотчем. Из того же переплетного картона вырезала прямоугольники, по размеру равные боковым сторонам коробки, и наклеиваю их на боковины. На картон перевожу контур планируемого дна коробки и вырезаю его. Дно коробки я тоже буду делать в 2 слоя картона, поэтому склеиваю из 2 частей. Внизу коробки я планирую закрепить декоративные ножки. И чтобы шурупы не вылезли изнутри наружу, добавляю толщину в местах расположения ножек. Это будут кусочки картона размером каждый 3 на 3 см. Наклеиваю их по углам. При этом делаю отступы от края примерно по 2,5–3 мм. Приклеиваю донышко коробки. Чтобы все хорошо и надежно склеилось, оставляю на некоторое время коробку под небольшим грузом. Когда клей высох, акриловой шпаклевкой по дереву белого цвета покрываю все стенки коробки. Но этого можно не делать, можно обойтись и без шпаклевки. Достаточно просто прогрунтовать поверхность белым акриловым грунтом или же густой белой акриловой краской. Если бы я повторяла работу, то я бы так и сделала. У меня в итоге поверхность получилась шероховатой. Не могу сказать, что это хорошо, так как весь рельеф будет проступать в готовой работе. Все, конечно, зависит от рисунка, который вы выбираете. Например, там, где у меня рисунок в виде старой газеты,
Такие неровности вполне органично смотрятся, но на полосатых частях лично мне хотелось бы более гладкой поверхности. Но это, как говорится, на вкус и цвет. Грунтую все внешние поверхности коробки. Для полного высыхания шпаклевки оставляю работу на 6-8 часов. Когда все хорошо высохло, абразивной губкой, можно просто наждачной бумагой, снимаю неровности, застывшие комочки и прохожусь по всей зашпаклеванной поверхности. Теперь делаю съемную крышку коробки. Обвожу контур верхнего края и вырезаю получившуюся фигуру. Крышку, как и дно, делаю из 2 слоев картона. Потом добавлю еще 2 слоя, которые по размеру меньше размеров крышки, примерно на 5-6 мм по каждой стороне. И теперь склеиваю детали крышки. Получается вот так. Всю поверхность крышки окрашиваю белой акриловой краской. На этом этапе я буду декорировать поверхность коробки, используя технику декупаж. Я выбрала 2 салфетки, которые и буду наклеивать. Для средней части мне хватит одной салфетки, она с рисунком старой газеты. А салфетки в полоску мне нужно будет 2. Сначала наклеиваю центральную часть. Салфетку разрезаю пополам и отделяю 2 нижних слоя. Салфетку лицевой стороной вниз выкладываю на прозрачный файл и обильно смачиваю водой. Лить воды нужно много, чтобы салфетка в ней буквально плавала. Затем мягкой веерной кистью расправляю образовавшиеся складки. Салфетка при намокании значительно увеличивается в размере. Складочки нужно расправить все, так как сделать это на декорируемой поверхности практически уже не удастся. Можно помогать и слегка растягивать руками. Оклеиваемую поверхность смазываю прозрачным лаком, а затем накладываю салфетку вместе с файлом на поверхность. Прижимаю файл, хорошо расправляю и аккуратно снимаю его. Край салфетки обрываю вровень с ребром коробки. Сверху салфетку покрываю прозрачным акриловым лаком. Таким же приемом наклеиваю салфетку и на 2 оставшиеся грани. И точно так на коробку я наклеила салфетки в синюю полоску. Крышку коробки я также задекорировала салфеткой.
Из жидкого пластика с помощью силиконовых молдов делаю фигурки. Делаю 4 одинаковых фигурки и еще одну фигурку в виде небольшой круглой розетки. Фигурки окрашиваю акриловой краской белого цвета. Когда краска высохла, фигурки наклеиваю на коробку. По верхнему краю газетного рисунка наклеиваю шелковый шпагат белого цвета. По центру круглой розетки просверливаю отверстие. Такое же отверстие сверлю и в центре крышки. На крышке будет располагаться вот такая декоративная ручка, которую я прикручиваю вместе с розеткой. Вот такие металлические уголки закрепляю на углах крышки. Такие уголки используют в оформлении фотоальбомов, блокнотов, толстых папок. Крепить их совсем не сложно, просто зажимаю на уголках. Сверху на боковых противоположных сторонах делаю отверстия и ставлю в них люверсы. В отверстиях закрепляю шпагат. На донышке в углах приклеиваю, а затем прикручиваю декоративные ножки. Это фурнитура для шкатулок, которую можно найти в рукодельных магазинах. Акриловой краской с сильным золотым пигментом прохожусь по выступающим частям всех фигурок. Делаю это сухой жесткой кистью. Я храню в такой коробке рулончики кожзама и длинные спицы, которых у меня не так много. Не забудьте поставить лайк, если понравилось, и написать несколько слов. Это поможет продвижению видео и развитию канала. Спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.